Друзья, всем привет, с вами снова Ольга Старшая. И сегодня я к вам с очередной шапкой. Кто видел превью, тот уже догадался, что это будет шапка повара, как я и собиралась в предыдущем видео, в одном из предыдущих видео. Ну что, не будем откладывать в долгий ящик, поехали. Итак, окружность головы у нас 56 сантиметров, это я помню еще с прошлых проектов, поэтому я буду использовать размер 56 сантиметров. Итак, нам нужно сделать основание шапки, основу, цилиндр. И я буду делать симметричную модель, симметричный паттерн сейчас. Поэтому делаем следующее. Так, нам нужна половинка. Это 28 сантиметров, 11. Высотой меня вполне устроит. Сразу делаем пятерку и квадовую сетку. А еще сразу настроим материал. В физических свойствах Physical Properties в пресет я выбираю категорию Trims Cow Leather. Коровья кожа. Отлично. Я уже поднастроила наш аватар, чтобы у него появились силовые поля. Это, если кому-то интересно, могу записать в отдельное видео этот процесс. Ну, просто поверьте, что они у меня есть. Так, делаем развертку. Разворачиваем. Сюда выставляем. Где-то позиционируем примерно, где у нас эта шапка должна находиться. И сшиваем. Горячие клавиши показываются внизу. Так. И... Ну, в целом, ничего так. У меня что тут аккуратная симуляция. В принципе, это не обязательно. Так. Теперь выделяю вот эту вот часть. Давайте я отключу сетку, наверное. Пока, чтобы не мешало. И делаю сплит. Делю на 8 равных кусочков. Каждый сегмент, который получился у меня, равен 3,5 сантиметров. Теперь нам нужно вычислить диаметр, вернее, окружность. Ну да, диаметр, но сначала нужно вычислить длину окружности верхней части шапки, грибочка этого. Как мы это будем делать? Я знаю, что у меня будет складка в 3 шва. Это значит, что у меня должно быть в складке, в одном сегменте тоже 3,5 сантиметра. И поскольку у меня складка будет сворачиваться трижды, давайте я вам просто продемонстрирую. Вот у меня, например, 3,5 умножить на 3. Это 10,5. Допустим, 10,5. И пусть будет 5. Так. Я просто сейчас для демонстрации покажу, что я делаю. Так, я хочу сделать 3,5 и 2 штучки. Вот. Значит, как будет сшиваться складка? Во-первых, вот она, смотрите. Вот эта вот часть будет пришиваться к одному из сегментов. Вот эта часть будет загибаться следующим образом. Сюда. А вот эта часть будет загибаться вот сюда. И у нас как бы получится такая гармошка. А нижние вот эти вот все... Вот эти вот края друг с другом будут сшиваться. Поэтому нам нужно взять количество сегментов и умножить на 3. И мы получим длину полуокружности. Итак, умножаем 3,5 сантиметра умножить на 3. И потом умножаем на 8. И мы получили длину полуокружности. А нам нужно всю окружность. Тогда умножаем на 2. Умножим на 2. И мы получили длину всей окружности этого грибочка, которая нам нужна. Как вычислить диаметр? Нам просто нужно разделить это на число π. Число π составляет 3,14.
Ну, нам больше точности не нужно. Там бесконечная после запятой. Итак, делим на 3,14 и получаем диаметр 53 сантиметра с половиной. Берем инструмент круг, горячая клавиша E, и рисуем наш так, 53 с половиной. Так, наш круг мы сделали. Теперь что мы делаем? Располагаем его над шапкой. Желательно повыше для начала. Потом уже приспособим его там, где надо. И примерно по центру. Ой. Примерно по центру. Угу. Хорошо. Теперь, значит, у нас на одну полуокружность должно быть сколько сегментов? У нас здесь 8 сегментов. Значит, 8 умножаем на 3, 24 сегмента. У нас уже они разделены на четвертя. 24 сегмента делим на 2, это 12. Значит, каждую четвертину нам нужно разделить на 12 сегментов. Смотрите. И у нас здесь даже показывается, что каждый сегмент будет 3,5 сантиметра. Значит, вычислили с довольно большой точностью. Делим. Отлично. Теперь нам нужно найти центр нашего круга. Я это сделаю просто отложив прямую, и когда буду тут возюкать, пытаясь, так, мне нужно x, да, x, вот, у меня прилипла точка ровно по центру, все, ставлю, выделяю этот вертекс и могу удалить, все, у меня вот эта точка осталась, я ее могу заблокировать, ага. И будем к ней ориентироваться. Теперь наша задача сделать следующим образом отрезки линий. Так. Так. Вот эту пропускаем. Потом пропускаем еще одну. И снова делаем вот так. И по всему кругу. Так. Вот эту линию нам не нужно уже больше, мы ее удаляем. Отлично. Теперь нам нужно эти линии укоротить до 5 сантиметров. Если вы меня спросите, что я сразу не делала по 5 сантиметров, ну потому что мне очень важно было направление линии свести к центру. Если бы я просто начала на глаз это делать, то получилось бы просто разброд какой-то и шатание. Итак, выделяем... Так, не выделяется, ладно. Выделяем две линии, нажимаем Q и ставим 5. Окей. Теперь, я надеюсь, я смогу выделить много линий. Да. Еще раз Q. 5. Отлично. Придется тыкать. Отлично. Сейчас мы будем создавать складки на этих линиях. Мы эти линии делали не просто так. Итак, сейчас нам нужно выделить линии через одну. И мы задаем ей 0 градусов и 20 силу. Остальные линии можем выделить следующим образом. Select Internal Lines, Folding Properties. И у нас выделились все остальные. Этим мы задаем 360 и 20 сил. Да, еще кое-что забыла.
Fold rendering и realistic fold ставим. Этим тоже. Ну, эти теперь тоже можем выделять следующим образом. Select, folding properties. Все. Попробуем сделать вот что. Это я заморожу. Это усилим и попробуем на аккуратной симуляции. Ага. Она у нас вот так повела себя, да? Ну хорошо, ничего страшного. Давайте я сделаю, знаете что, чтобы сразу выгнула в другую сторону. А хотя, знаете, чтобы она никуда не улетела и все с ней было в порядке, я, наверное, сразу пришью ее к шапке и поставлю ей давление 5, чтобы ее немного вспучило. Вот к шапке как пришивать, это отдельный разговор. Итак, начнем. Здесь нужна особая внимательность. Так, переключаемся клавишей N на сшивание сегментов. Начинаем вот с, как бы, вот с этой стороны и поехали. Пропускаем 2 сегмента и сшиваем. Снова пропускаем 2 сегмента и пришиваем сюда. Еще раз пропускаем 2 сегмента, пришиваем сюда. А ориентиром будет, знаете что? Вот что вы пришиваете вот возле красненькой линии. Отлично. И продолжаем таким же образом, только вот уже с этого края. Так. Не сбиться, главное. Отлично. Теперь симулируем. Угу. Ну, можете сильно не обращать внимания на то, что получилось. Тут ничего страшного не произошло. Давайте скрою аватар и посмотрим, что у нас внутри. Наша задача сейчас как-то позатыкать вот эти складки внутрь. Давайте попробуем. Да, чтобы вот это все сейчас нормально выглядело, вот этому кружочку тоже нужно поставить 5 и квадровую сетку. Угу. Не забываем сохраняться еще. Так. Отлично. Отлично. В общем, практически все, что нужно, попало у нас внутрь. Можем немного порасправлять наш колпак, чтобы он немножечко устаканился. И вот, кстати, на этом этапе нам важно, знаете, что сделать? Создать пресет ткани, который похож на ткань. И зададим ей... Где тут у нас физическая? Дефолтная. Пусть будет дефолтная. Ну, возможно, давайте я, наверное, катон сделаю. Катон, какой-нибудь канвас, например. И посмотрим, как себя сейчас будет вести. Уже другой разговор. Теперь наша задача посшивать вот эти вот уголки, куда нам надо. Значит, как нам разобраться, что нам к чему сшивать нужно? Ну, давайте начнем, например, вот с этого. Плохо видно. Давайте я уберу. Смотрите. И вот эту я шапку скрою. И у нас останется... Значит, нам точно нужно посшивать друг с другом вот эти складки. Итак, что у нас получается? Ага. Вот видите, зеленая линия и красная, да, будет нам ориентиром. Окей. Тогда от зеленой до красной сшиваем. От зеленой до красной сшиваем. И поехали по кругу. Вот эти вот, получается, пустые участки, которые мы не сшивали, их нужно сшить вместе. Так, ну вроде все. Симулируем. Да.
все получилось. Так, что теперь нам нужно сделать? Нам нужно пришить вот этот уголочек вот сюда. И как нам нужно это сделать? Нам нужно пришить... Давайте я попробую вот это, наверное, вот к этой. Да, все верно. Ну, да, давайте так и будем делать. Вот так и вот так. Значит, ориентир от зеленой к красной мы пришиваем. Слева зеленая, справа красная. Так, от зеленой. От начала шва у нас зеленая это стоит. Ориентируемся на это. Так, здесь прошито. А, тут я уже прошила, что ли? А ну-ка посмотрим. Да, вроде бы... Хотя нет, не все прошито. И что-то я пропустила. И еще что-то я пропустила. Тут все правильно, а тут что-то случилось. Б. Это у нас... Ага, все. Теперь смотрите, у нас как бы швы, тут что-то с ними случилось, но это не страшно. Их просто нужно поставить в позицию Turnet. Выделяем вот именно на шапке все швы и нажимаем Turnet. И вуаля! Все хорошо. Включаем нашу шапку. У этой части шапки мы просто можем убрать уже давление. Возможно, его нужно будет оставить, но не так много. Так, второе, что я бы хотела сделать. А давайте я ее усилю. Так, да, еще моментик. Здесь у нас стоят швы 180, а нам точно так не надо. Нам нужно поставить их на 270 и 20, чтобы как бы оно не вверх тащило эту шапку, а раскрыло ее. Давление же я убрала. Ну, давайте руками ее попробуем опустить и посмотреть, будет она вести себя подобающим образом или нет. У нас, знаете, что случилось? У нас слишком большие складки получились. И знаете, как можно это порешать? У нас есть замечательный инструмент. Выделяем вот эти складки. И здесь есть просто вообще потрясающая вещь. Градиент складки. Значит, смотрите. У нас есть, скажем так, вот, возьмем вот эту линию. У нас есть А и есть Б. Вот в этой части Б у меня должно быть 180 градусов. А в части А у меня должно быть то, что и было. Давайте я еще раз выделю. А было у меня 360. Значит, в части Б я ставлю 360. А здесь делаем все наоборот. Select. Выделяем вот эти. Ставим градиент. И в части Б ставим 0. Но я, наверное, перепутала. Дайте-ка гляну здесь что.
А, здесь в части А нужно 0 поставить. Угу. Хорошо. Так, select folding properties. Здесь в части B 180, а в части А 0. У нас как бы вот здесь должно быть красное, здесь одинаковые. Да. Кстати, Б. Я здесь тоже перепутала, ребят. В общем, смотрите. Здесь наоборот должно быть Б. Здесь должно быть 360, а вот здесь 180. У нас как бы вот, я не знаю, видно вам или нет, но градиент меняется от такого среднего какого-то зеленого болотного до супер зеленого чистого, а здесь от средне-зеленого болотного до супер красного. Итак, смотрим. И знаете что? Наверное, тогда надо бы убрать у них fold properties. Наверное, все-таки надо убрать у них fold rendering. Или fold rendering пусть будет, а вот realistic fold, возможно, надо убрать. Ну, давайте потестируем, посмотрим, что будет. Так, и с этим сделать то же самое. Так, realistic fold убрать, а рендеринг оставить. Нет. Вот, тут излом все равно виден. Тогда fold rendering, наверное, наоборот, меняем местами. Это ставим, это ставим. Так, еще раз выделяем. Наоборот, убираем fold rendering и ставим fold realistic. Смотрим, что... О, все, идеал. Теперь складочки прекрасны. Ну, как нам это сделать, этот гриб по-человечески? Чтобы он вел себя... Не стоял таким этим. Хорошо. Давайте я сделаю круг внутри. Клавиша Е. Я, наверное, сделаю его где-то 35 сантиметров. Че он 35,5? 35. Окей. Так, теперь нам надо его спозиционировать где-то по центру. Как бы нам это проверить? Сделаю так. И попробую своими горячими клавишами Alt-V. Так, это можно убрать. Теперь вторую. Это мы по вертикали от его центрировали. Alt-H по горизонтали. Все, можем быть уверены, что круг по центру. Давайте я... Знаете, что сделаю? Для начала я просто здесь согну угол в 90 градусов. И силу поставлю там на 50. Вот, чтобы его просто как бы раскрыть. Потом я это, конечно же, поубираю. Нам это не надо. Нам важно просто сейчас шапку нашу раскрыть. Круг я оставлю для других целей, а вот сложение, вот эту вот складку, я это уберу. Во. Теперь это уже на что-то похоже. Убираем усиление. Кстати, я таки задала ей. Ага, вот еще что у нас. Давайте я сделаю давление маленечко. Так. И, возможно, поставлю я сейчас дефолтный пресет ткани. Что-то мне канвас этот не нравится. О, вот, отлично. Итак, я что хочу сделать? Я хочу вот здесь вот убрать угол, поставить дальше на 180, здесь было на пятерке. Но для того, чтобы у меня более-менее реалистично были складки, я сделаю вот что. Так.
детализируем Fold Properties, и я делаю Subdivision. Что нам Subdivision дает? Это, видите, он делает более мелкую сетку. Но мне не надо прям такие большие. Мне достаточно там сантиметра. Возможно, и полсантиметра. Да, в миллиметрах здесь, возможно, и полсантиметра хватит. Теперь здесь делаем тоже Select, Folding Properties, Subdivision. Так, 5 миллиметров. И я хочу, чтобы у меня здесь было то же самое. Так, я хочу здесь тоже Subdivision, чтобы у меня вот это место... Так, ну 30 нам не надо, давайте 20. Более-менее нормально симулировалось. Все. Симулим. Итак, вот такая красота у нас получается. Я хочу его немного на бочок опустить. Давайте я сделаю усиление, чтобы он мне прям не так сильно это... Я его, наверное, сюда хочу немного стащить. Так, усиление мне мешает. Угу. Отлично. И что у меня там с давлением? Давление на двойке. Может быть, его надо либо поменьше, либо вообще не делать. Так, ну-ка, поднимись немного. Угу. Давайте все разморозим. Дадим всему просимулироваться. Покажем нашего мэна. Давления не хватает. Давайте поставим на 3. Не хватает чуть-чуть пышности. А это уже много. Ладно, пусть будет 2, как и было. Ну и все. Мне, в принципе, нравится. Как вам сегодняшний мой урок? Насколько было понятно? Есть ли у меня прогресс вообще? Так, skin offset 0. О, смотрите, что я сделала. Я нечаянно зацепила вот этот шов. И давайте ему вернем назад 180. О, все прекрасно. Чуть-чуть шапочку приподнимем. Дадим ей спокойно упасть. Ух ты ж! Парень. Шапка стала тяжелая, слишком падает на тебя. Давайте усилим. Да, кстати, есть маленький секретик. Если шапка падает, ну, а вам уже не хочется менять никаких размеров, можно ее немного ужать. У нас есть такой параметр здесь, Shrinkage Ratio. И нам важно, чтобы по ширине ее ужать, нам нужно Shrinkage Ratio Weft покрутить. Давайте я сделаю 95. Оп! И как видите, ее немного сжало. Ну, это слишком, давайте 98. Все. Шапка зафиксировалась. Шапку немного помотала. Давайте я ее расположу получше немного. Оп. Итак, все. Вот наш результат. Текстуры в этом уроке я не буду никакие показывать, как накладывать. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, запишу отдельное видео, где я что текстурю и как рендерю. Но сразу хочу сделать спойлер, я текстурю и рендерю не в стайле, потому что мне не очень нравится ни клошный, ни Marvel, а у Marvel вообще даже нету
рендера. Мне не очень нравится рендер в Кlo, мне не нравится рендер в стайле, который есть в демо-версии, во фришной версии его просто нету. Он очень медленный и не очень качественный, поэтому вот эти все операции я делаю в Blender. Это тоже бесплатная 3D-программа, и, в общем-то, там это все несложно делать. Если будет интересно, пишите, если нет, то, в принципе, как бы и незачем. Всем спасибо за внимание, всем пока.